Сейчас мы находимся на горе Мансон, уже забираемся больше часа на нее. Место, которое находится, если смотреть на гору Буланшань, на северо-запад Манхая. Нет, вот Буланшань находится, это все регион Манхая. Мы сейчас едем в деревню, которая называется Хуа-Джулянзы, одна из самых высокогорных деревень, пожалуй, даже самая высокогорная деревня чайная во всей Сюшанбане. Сейчас здесь высота уже 1743 метра. Мы забрались вот такими очень узкими, длинными серпантинами. На самом деле Мансон это очень большая гора, она чем-то может похожа даже на Иву в плане размеров, потому что тут просто очень много чайных деревень. Больше всего делают сяошу, то есть малые деревья. Вот, но есть тоже и часть больших деревьев тоже засобирают, там просто очень поменьше. По дороге даже бесконечные террасные посадки чая. И не только. Сейчас уже чем выше, тем больше попадается таких немножко диких участков леса, типа как здесь, как бамбук. Здесь нет деревни, как ни странно. Вот, а так вот практически везде маленькие такие джаи, поселочки. Все занимаются здесь чаем в основном. В том числе видели парочку плантаций известных заводов тоже здесь есть пониже, как это обычно бывает. Чем выше забираешься, тем больше уже именно частных хозяйств, частных ферм. Будем сейчас тоже здесь пробовать искать чай. Помимо шенпуэра также делаю здесь немножечко красного чая. Тоже, надеюсь, удастся попробовать. Потому что красный чай, как я тоже уже говорил, вчера мы были на Паша, и там тоже его делают довольно мало. О, Гушуч Хайюань, вот табличка. Бама. В общем, всячески расширяем нашу географию. Вот. Сегодня у нас расширение происходит на горе Мансон. Кстати, еще на этой же горе находится знаменитая тоже деревня Накан, но она очень далеко, и мы сегодня едем в другое место, вот, которое тоже достаточно интересное. Приехали на производство наших друзей. Раньше уже с ними сотрудничали, но ни разу еще не были на их заводе. Здесь как раз обжаренный вчера чай, который сейчас разложили на просушку. Первые лучи солнца уже осветили гору. И вот тут немного чая сделали. Но на самом деле тут действительно небольшое количество. В основном это небольшие чайные деревья, но и вот парочка подносов, где-то видно более такой темный лист с больших чайных деревьев. Сейчас поедем выше, уже в чайный сад, смотреть на, может быть, на сбор чая, не знаю, должны сегодня собирать, потому что погода хорошая, хотя сначала вроде обещали дождь. Погуляем немного по горам и вернемся потом попозже на завод, попробуем местный чай. Поднимаемся в гору от деревни, уже набрали 200 с лишним метров, сейчас уже 1800 с лишним здесь хайба, высота над уровнем моря. Чайный сад находится выше, и выше уже нет никаких деревень, и, собственно, такой вот бетонной либо асфальтированной дороги тоже нет. То есть идет такая грунтовочка, на которой ездят очень удобно мотоциклы и такие маленькие-маленькие машинки, чтобы сырье спускать и поднимать сборщиц там, или так ухаживать за садом. Дорога занимает больше часа, пешая, если пешком. Вот, можно было, конечно, на мотоциклах, но мы решили прогуляться, подышать свежим воздухом. Здесь уже чем глубже в лес, тем больше такое ощущение уже настоящего дикого леса. Встречаются большие деревья, что в Юннане, конечно же, есть, но обычно это только в охраняемых территориях, а здесь уже действительно дикий лес. Чем глубже лес, тем больше птиц, тем больше ощущение, что ты уже в отрыве от цивилизации. Это очень приятно, потому что в Китае, на самом деле, такая плотность населения, даже в Юннане, даже в диких районах, что вот, казалось бы, заберешься в самую глушь, если там кто-нибудь живет где-нибудь. Вот здесь уже все, край.
очень люблю такие места, когда ты доходишь до конца цивилизации. Это очень приятно. Пойдем дальше погуляем. Чем глубже в лес, тем больше деревьев встречается. В том числе встретили вот такое вот дерево, называется дои-го. Конкретно го – это фрукт, а дои – это имя этого фрукта. Это такая вот маленькая, очень похожа на такую дикую какую-то грушу или, может быть, дикое яблоко, может, даже на дикую сливу чем-то похоже. Вот, в общем, такой маленький фруктик, немножко кислый, даже сказал бы нормально так кислый, но из него делают очень вкусный джем. Мы вчера на Паша пробовали, но самого дерева мы там не увидели, потому что не забирались так далеко в лес. Собственно, дерево, которое пока еще только-только вот первые побеги, ранняя весна, поэтому еще пока плодов, естественно, нет, они гораздо позже. Но видно уже вот наверху такие они вот маленькие-маленькие, еще не спелые. Вот скоро будут уже летом, наверное, собирать и делать из них свой любимый джем. Чуть выше здесь уже начинается подъем на саму гору. Стоит такая вот охранная табличка. Часто называют их баохупай. Вот сейчас тоже на деревьях начальных тоже такая вот баохупай, что охраняемое дерево. Нельзя срубать, нельзя трогать и так далее. А здесь просто табличка экологической службы охраны сохранения лесов в природном достоянии. Вот такую повесили. Причем, кстати, видно, что недавно, потому что, я так понимаю, совсем недавно вообще начали об этом как-то более серьезно заботиться. Вот. Но, тем не менее, это есть, и это уже хорошо. Написано здесь «Добро пожаловать в самый высокогорный пик Сишамбаны, Хуаджулянцзы Шань», то есть гора Хуаджулянцзы. Вот. Ну и, собственно, что не курить, не мусорить, бутылки не разбрасывать пластиковые и так далее. Берегите природу, в общем. Вот. Это действительно достаточно приятно, то, что очень глухое место в целом Юннани, и даже здесь уже начинают немножко заботиться. Хотя по-прежнему, конечно, в деревнях, вот надоедешь, смотришь, ну как же так, ну вот вы тут живете там и так далее, тут же мусор, ну понятно, что это не только в Китае, это везде в деревнях по всему миру, просто разбрасывают все вокруг. Но вот старается как-то государство сверху спускать вот эти вот идеалы чистоты, что, ребят, ну заботьтесь о природе, не мусорите где попало. Сейчас снова вышли на небольшую дорожку для мотоциклов, вот, и здесь открывается такой вид красивый, и внизу огромное количество цветов. Так как мы общаемся в основном с деревенщиной, вот, то и часто названия, которые мне рассказывают по местным растениям, это просто такие народные названия, не официальные. Это называется кунчанда или еще фэйдицао. Фэйдицао – это самолетная трава, не знаю, или как это. Не знаю почему. Ведь может быть из-за того, что очень разлетается пух, точнее очень разлетается аромат от него и пахнет вокруг на большое расстояние. Вот. Тут видно, что это была вырублена ложбина. Обычно всегда сельхозугодия, очень часто, которые делаются на склонах, террасы делаются в ложбинах, потому что больше солнца и влаги больше обычно всегда в ложбинах. И здесь раньше выращивали рис, то есть такая-то иллюстрация местного экономического роста. Рис перестали выращивать, там тоже выращивали рис, но сейчас там выращивают чай. Вот, то есть часть террас заброшена, часть посадили молодые посадки чая, сейчас там такой, внизу, вот, сильно ниже места, где мы находимся, вот, ждут пока подрастет, чтобы уже называть это не сяушу, не малые деревья, а дашу, вот, может быть через столетие будет гушу, вот, сейчас еще пока молодые посадки там, но это посадки не наших фермеров, а других. Мы сейчас пойдем дальше, вперед, смотреть уже на их чайные плантации, сады. Не знаю, что нас ждет пока. Ну вот, плавно начались чайные сады. Здесь тоже уже чайные деревья, которые, конечно же, были посажены, но были посажены достаточно давно. То есть тут деревьям от 50 до 100 лет примерно. Так вот здесь называют их гушу, либо называют дашу. Вот. Но, как правило, гушу, потому что здесь нет совсем больших чайных деревьев. Вот, похоже, в принципе, как на иву. То есть со временем тоже много чайных деревьев было подрезано, вот, по указанию правительства, вот, потому что тогда не было такой ценности в них. Считаю, что подрезав, больше сырья соберешь. Вот, поэтому так. Вот. И тут зависит уже от того, какие деревья есть на этой горе, так они их и градируют. То есть где-то дашу это может быть дерево там 100 лет и выше,
А где-то дошу это уже может быть дерево от 50 лет и выше. Вот. Это не всегда одинаково. Как говорят китайцы, пуидин, то есть не обязательно именно так же будет в другом месте. Вот, например, в том же Фэнсине, там у них гушу это вот уже вот такое дерево. А здесь гушу вот такое. Ну, как говорится, не столько важен его размер, сколько важно качество самого чая, опять-таки экология окружающая, важно, как собирают, как делают, когда собирают и так далее. Вот только-только пошли молодые побеги, еще в этом году не начали собирать, буквально совсем скоро начнут, потому что уже вот все готово к сбору. Вот немножечко, может быть, сегодня-завтра уже начнется процесс сбора. Мы еще пойдем немножко вглубь плантации, посмотрим на местный лес. У каждой чайного сада, у каждой чайной плантации есть обязательно какая-то отличительная особенность. Конкретно здесь интересно то, что вот этот чайный сад действительно достаточно старый, то есть примерно от 300 лет, может даже есть какие-то более ранние посадки чайных деревьев, есть немножко более поздние, вот, но, как правило, тут младше, чем 50 лет, тут в принципе нет чайных деревьев. Интересно то, что буквально 20 лет назад тут везде был лес, только в 2007 году вот именно началось массовое, то есть 10 лет назад начали массово вырубать деревья, а 20 лет назад понемножку вырубать деревья, оставлять чайный сад, потому что чайный сад был заброшен очень долгое время, потому что не было такой высокой ценности у сырья, то есть его сажали когда-то очень давно, я так понимаю, местные малой народности, и какое-то время чай здесь собирали, а потом, собственно, забросили сад, и никому он не был особо нужен. А когда выросла цена чая, когда стал востребован, нашли, значит, его снова, и начали снова его собирать. Сначала просто собирали, но из-за того, что очень медленно идет почка, можно посмотреть даже, ну, в тени, я имею в виду, очень медленно идет почка, можно посмотреть, где вот кусты растут по-прежнему в лесу. Тут есть такие участки небольшие, где прям под большими деревьями растут чайные кусты, и там почка еще не пошла, то есть еще не вышла, и маленький размер самого дерева. А где деревья посрубали, оставили только чайные деревья, там как бы уже идет активный рост, уже как бы может скоро будет собирать чай. Вот, поэтому по этой причине какие-то участки, где самые хорошие деревья, где больше всего кустов, там повырубали. Не полностью, конечно, но вот так вот, чтобы немножко хотя бы солнце попадало на чайные кусты, осветили, значит, это место, чтобы попадал свет, и чайные деревья стали себя чувствовать лучше. Кроме того, еще интересно то, что почему они такие невысокие все выросли, потому что когда был здесь везде лес, не хватало света, и по той же причине, почему плохо идет почка, по этой же причине и невысокий рост у деревьев. Ну и здесь опять-таки та же самая проблема, что и была на многих других местах здесь, в Шамбане, не только. Подрезали здесь деревья, то есть причем срубали почти полностью под корень. Это можно увидеть на очень многих здесь кустах, вот у основания, то, что вот такой ствол, там, да, вот там старые срубленные даже следы вот срубленного пня. Вот, из него уже пошли молодые побеги, такие ростки. Поэтому они у основания такие многие кустистые, даже как вот это вот дерево там сзади меня. Вот, это очень легко заметить. Тоже по той же причине, что вот удобнее собирать, быстрее собирать и так далее. Это, конечно, очень грустно, сейчас уже они, естественно, так не делают. Вот, но конкретно у этой плантации очень классное расположение, потому что находится прямо в глубине леса. Вот, то есть здесь очень чисто, воздух чистый, далеко очень от крупных населенных пунктов и даже от деревни достаточно далеко, поэтому, собственно, и чай здесь гораздо чище. Ну, естественно, никто тут ничего не удобряет, потому что просто никакой необходимости, деревья уже тут несколько сот лет сами растут, то есть им просто не нужно. Они уже очень плотно влились в местную экосистему и чувствуют себя единым целым с лесом. Вот тут прям очень отчетливо видно на этом кусте, вот, собственно, результат вот этой самой подрубки деревьев. То есть вот такой вот совсем невысокий кустик, очень много почек он дал, да, еще не успел он вырасти, подрубали его, наверное, около 15 лет назад. Вот, видно, что основание вот такое вот дерево было. То есть дерево там явно больше 200 лет, вот, а выглядит оно как такой маленький чайный куст. Вот, это вот самая иллюстрация. Здесь вообще вот вся плантация вот в этом участке, очень хорошо видно. Некоторые деревья там внизу вообще вот такого вот размера были, но все порубили для того, чтобы удобно было собирать.
Ну, здесь очень такая наглядная иллюстрация. Вот те же самые чайные деревья, того же возраста, тот же самый сад, только их никто не подрубал. Вот видно, но гораздо выше моего роста, больше 3 метров явно. Но что вот самое интересное, тут достаточно попробовать почку, достаточно посмотреть на лист. То есть, когда дерево подрубают, сразу же, да, быстрее идут побеги, но они не такие насыщенные. Другой вкус у почки. Вот, здесь немножко она такая чуть-чуть более с горчиночкой, терпковатая такая, да. Но этот чай получается более мощный, насыщенный, ароматный. Вот, это, собственно, причина, по которой чай с грушу дороже и так далее, более востребованный и так далее. Вот. Собирать, конечно, сложнее, да, вот видно, опять-таки, вот эти ветки, по которым десятилетиями лазят, они уже немножко согнуты. Вот, их по ним все это время собирают чай, лазят, но как бы это оправдано, потому что если, собственно, не беречь чайные деревья, то не будет того самого гушуча. Чуть повыше забрались, здесь уже собирают чай активно. Конкретно вот здесь 3 дерева, это дикорастущие чайные дерева. В общем-то, это видно и по листу, и потому что оно такое вот очень прямоствольное, высокое. Вот, поэтому здесь конкретно не очень толстые, вот эти 2, там внизу было потолще одно. И на нем, кстати, еще вот меточка семьи, которая владеет, собственно, этими деревьями. Как правило, с него делают данжоу-чха, то есть чай с одного дерева непосредственно, либо вот эти 3 могут там объединять вместе, потому что они, ну, похожи, вместе растут и так далее. Но, как правило, стараются не смешивать с еще каким-то другим сырьем. Интересно то, что даже почку вот я кушаю, она там сладкая, вообще практически нет никакой горечи. Очень сильно отличается по вкусу вот от других чайных деревьев, которые вот уже посажены. Достаточно такое различие, особенно явственно, когда вот просто берешь 2 почки, и внешне, и по вкусу отличаются сильно. И такие свежие, очень нежные листики, такие более мягкие, может быть, даже чем у деревьев Мэнхай Дэйджуна, которые растут на посадках старых. Вот здесь как бы отличается довольно сильный чай, ну и, собственно, он очень сильно отличается по цене. Как правило, такой данжу-ча может там в 2, в 3, в 4 раза быть дороже, чем чай даже тоже с деревьев, но именно с плантации. Вот такой вот артефакт подобрал крестьянин, который собирает чай, не очень аккуратно лез по дереву, сломал такую довольно внушительных размеров веточку. И я еще попробовал почку сверху. Дерево отличается по вкусу. Вот, интересно. И такой знакомый вкус. Такой думаю, что же это за знакомый вкус? А это знакомый вкус ешензия. То есть вот эти дикорастущие пурпурные почки, которые мы как раз в прошлом году привозили из Линцзана. Потому что там много таких кустов, деревьев. Здесь чуть поменьше. Прям вот тот самый вкус, что называется. Вот, собственно, такого дерева и делают. Причем видно вот эта внешняя оболочка вот первого самого этого бао, ябао, да, она вот она, а внутри уже почечка, вот она, из которой лист раскрывается. Это сначала выходит первично это ябао обернутое, потом уже сама почка с листом. И вот так это все выглядит вблизи. Веточка мне понравилась, я думаю, мы ее сохраним на память. А здесь в ложбинке тоже расчистили небольшую деляночку под молодой чайный садик. Вот конкретно, это еле видно, эти деревца, они все вот такие вот небольшие, всем по несколько лет. Это может немножко побольше, может там уже лет 7, вот 10 даже возможно. Интересный такой момент, я вот спросил специально, видно, очень многие деревца подрезают, чтобы они не росли вверх, то есть вот они только выросли, его срезают, чтобы оно давало молодые побеги, вот такие кустистые. Вот, классистые.
Вот, то есть не дают ему расти вот ввысь. Таким образом, получается, больше куститься внизу, то есть удобнее собирать. Такая вот технология. Получается, такие вот много-много веток толстых идет от основания. Основание внизу довольно большое. Вот такой в микроварианте чайное дерево такое подрезанное. Вот так вот. Вот поднялись к точке нашего назначения. Здесь на горе такой огромный лежит камень гигантский, и сверху установили ступу буддийскую. Это ступа народности дайдзу. Вот, они сюда приходят, периодически совершают обряды, моления, отмечают всякие связанные с сельским хозяйством праздники. Как правило, здесь, я так понимаю, они осенью большей частью собираются, но, как я уточнил, в принципе, в течение года тоже приходят. Я думаю, скорее всего, и на Тяньмень, и на все остальные праздники тоже здесь собираются. Видно по вытопленной территории вокруг, не совсем очищенные от мусора, ну, слава богу, не совсем захламленный тоже. Вот такой красивый очень камень. Что мне понравилось, то что вот ребята, которые нас провожают, они, правда, не из народности, не из народности Хани, и они, значит, говорят, ну, там, хочешь забраться прямо, то есть, как бы, представляете себе, да, то есть, стоит храм, значит, ты такой, ну, что, заберись там на храм, там, постой, что там, красиво сверху вид открывается. В общем, вот такое вот место. Очень живописная. Выше еще тоже можно подняться на гору. Мы еще не на самой высокой точке, но там дальше уже нет чайных деревьев, то есть все чайные сады, они находятся ниже этого места. Вот, поэтому нам, в принципе, дальше особо интереса нет идти. Может быть, сейчас еще на обратном пути посмотрим чайные сады. Сейчас уже, в принципе, появился чай с гушу деревьев, которые мы проходили, и еще чай более нижний, тайди-ча и сяошу, то есть малые чайные деревья или кустовое сырье. То есть здесь, в принципе, все есть, потому что гора очень большая, собственно, повыше, как правило, более старые деревья, пониже уже кустовое сырье. Кстати, высота здесь, сейчас я посмотрю, да, здесь гораздо больше 2000, где-то 2100 метров над уровнем моря. Пока вот высота, но еще полные ощущения уже джунглей и леса. Чем дальше в лес, тем как бы меньше народу. Но, кстати, смотрю, здесь еще вот, там пасека какая-то. То есть тут активно местные жители всю эту территорию осваивают, но стараются так не слишком сильно осваивать, чтобы было ощущение леса. Сюда поднимаются всякими дикорастущими травками многочисленными, которые они кушают, потом мед, потом, естественно, дрова, потом, естественно, ну, все, что можно собрать в лесу. Вот, ну и чай, само собой. Как это принято в очень многих местах поклонения, причем далеко не только буддийских, оставляют денежку, подаяние такое, как бы духом места, условно говоря, там, да, на здоровье, на счастье, на благополучие и так далее. На все то, что любят всякие разные благопожелательные китайские и малых народностей вещи. Вот. И, как правило, кладут там какую-то самую там мелкую монетку, там 5 мао, там, да, то есть пол-юаня или 1 юань, смотрю, и камушком прижимать, чтобы не улетело. Вот. У меня был 1 юань, было 2 аргентинских песо случайно. Я тоже здесь оставлю. Вот такой бытовой шаманизм. Положу на память, как говорится. Вот. Местная традиция есть местная традиция. Сейчас, наверное, немножко отдохнем и пойдем плавно обратно на завод. Там уже сейчас собрали как раз чаек, который мы по дороге видели. И сделаем чаек, попьем чаек, который был сделан вчера, оценим. Вот, может быть, что-то провезем и с этой горы, потому что вообще чай с Мансона довольно хороший. У нас, кстати, я нашел недавно сырье, рассыпное сырье, тоже из Мансона, не из этой деревни. К сожалению, история молчит, с какого именно места. Вот, тоже будет у нас такой блинчик именно лауча. Вот, а сегодня именно возьмем свежий лист, молодой. Вот мы и подошли к самой вершине конкретно этой горы. Как я говорил, здесь пасека. Здесь живет один местный житель. Причем у него такое максимально традиционное жилище. Очень аутентично. Вот. У него небольшое хозяйство. Самое классное то, что у него внизу даже есть маленькая такая подвесная гидроэлектростанция. Вот, то есть он тут разводит свиней, кур. Немножко, значит, там следит за чайным садом, ну и мед делает. Вот, может быть, я даже попробуем его мед. Собственно, хозяин этого жилища очень интересуется нами, что я первый раз в жизни видит иностранцев в принципе, потому что он никуда отсюда особо не уезжает.
Вот, очень удивлен. Кстати, мы по дороге его встретили, мы когда поднимались, он тоже сюда возвращался домой, пел свою народную песню, тоже народности хани. Вот, они, ребята с ним на одном языке говорят, поэтому успокоился, вот, что они тоже одной народности. Здесь вообще у него конкретно самая главная задача, это не то, что мед, это не то, что с хрюшки. Здесь у него, вот, видно, такая вытоптанная большая территория, здесь очень-очень много барашков. Вот, барашки и козлы, они все ушли сейчас в горы пастись с пастухом, с другим, значит, а он, собственно, пока следит тут за жилищем. Вот, а вечером, когда возвращаются, вот они здесь, собственно, пасутся. То есть, видно, такая территория очень большая, вытоптанная, тут реально много. Вот. Ну вот он, походу, здесь самый верхний житель, такой небольшой хуторок. Вот. Что интересно, как я говорил, у него даже электричество, там внизу подвесная маленькая такая гидроэлектростанция, вот, для того, чтобы просто там радио послушать, свет зажечь, типа того. Такое, да, место крайне аутентичное. Вот, такой прям настоящий деревенский хутор удаленный. Кстати, уточнил, оказывается, интересная очень история этого старичка. Ну, как старичка, на самом деле, достаточно, не знаю, сколько ему лет, не спрашивал, неудобно. Оказывается, он сам народность лоху, вот, но так как здесь в основном живут хани, народность хани, то он был воспитан хани, и он, так понял, сирота. И поэтому он свой язык, свою народность лоху, он не знает, знает язык народности хани. Вот. И так как у него не было родителей, не было семьи, он когда повзрослел, ушел сюда, здесь уже живет 10 лет, я так понял. Вот. Он такой вот отшельник местный. Вот так вот выглядят улики, собственно, для меда. Здесь, смотрю, отверстие, ну, это просто бревно, оно часто бывает раскалывается пополам, бывает нет, бывает просто выдавливается насквозь. И потом заделывается, смотрю, тут навозом заделывается, то есть такое, пытаются воссоздать природное ощущение дупла для пчелы. Пчелы такие маленькие, я не специалист в пчелах, но очень похож на диких. Такие вот улики здесь везде у основания деревьев, у них тут довольно много таких лежит пней, довольно много, даже специально настильчик такой тоже для уликов, то есть вон везде, так если приглядеться, то прям в округе всего вообще леса, в радиусе метров 30-40 от дома все вот в этих уликах. Вот, и он делает замечательный мед. Сейчас мы у него немножечко купим, обязательно оценим. Ну, потому что, я думаю, в таком месте мед просто не может быть плохим. Достал наш дедушка, значит, меда. Мед еще, к сожалению, не поспел. Тут с огромным количеством личинок, кстати, это самые соты, вот, потому что где-то еще надо подождать больше месяца. Тут у меня вместе с пчелами, в общем, такая максимально дикая история. Вот, сидим, кушаем. Киска тут нам присоединилась, смотрю, она тоже любит. Но киска, причем любит не мед, она любит пчел. Она выедает пчел прямо отсюда. Вот, такой вот природный мед. Очень вкусный. Но такого, пожалуй, даже не делал еще. Вот прям такого вкуса. Ну, видимо, другие цветы цветут. То есть и каждый раз это тоже уникальный продукт. Дедушка наш слушает радио, которое одновременно играет с каким-то там диском, наверное, или кассетой народных песен местных. Он сам такие очень любит петь. Здорово здесь. Это вообще невероятный. А киса прям активно. Поняла, что никто ее не запрещает. В общем, лазит, собирает пчел, кушает. Старичок очень круто знает погоду, потому что он прям такой, говорит, вон, видите, туча идет большая. Сейчас, говорит, польет. Не знаю, сколько это так, но он сказал это гораздо раньше, чем действительно такая темная туча появилась. Так что мы сейчас, наверное, немножечко посидим и плавно будем возвращаться в деревню обратно. Пригласил нас дедушка в гости к себе. Зайдем сейчас, посмотрим, как он живет. Сейчас он нам приготовит чаечка своего, сам сварит по местной традиции народной. Здесь варим чай. Сзади вот котел, на котором варят еду для животных, вот. А здесь для себя. Такой вот дом традиционно всегда поднимается над землей, потому что внизу там всякие насекомые, лесные животные, местные животные и так далее, чтобы никто не заходил в дом, поэтому он так над землей. Ну так вот очень скромный быт. Но, к сожалению, беда малых народностей, всех много пьют, вот. Но довольно много тут дядечка пьет наш, к сожалению.
но природа дает больше здоровья, чем он может убить. Поэтому жив-здоров, чувствует себя замечательно. Да, домик у него, конечно, аутентичный. Каждый уголок можно очень долго разглядывать. Все дико просто, дико, конечно, грязно и так далее. Но что-то в этом есть такое вот, то, что зажигает вообще. Живое. Ну вот, вскипела вода. Засыпают нам чаечек. Чаечек засыпают как следует. Душевно, там сухого листа 2/3 кружки. О, чай очень интересный. Это очень похоже на очень давно лежащий здесь шен. То есть такой старый рассыпной шен. Вот, прям то, что нужно на самом деле. Такого мало где найдешь. Помню, как раз в Зингу 4 килограмма такого вот чая похожего нашел. Это была реально редкость большая. Спросим меня, может что-то есть, кстати, не знаю. Попробуем сейчас чаечка по-юнаньски. Первую заварку слил, конечно же. Это само собой. Не пожарился тенево, но я понял, судя по запаху, он уже был немножко им обжарен до этого. Часто они прям в воке на огне его обжаривают, потом уже заваривают. Оп. Вот такая интересная история. То есть он залил, положил полную кружку почти, промыл 2 раза и в чайник сразу его. И там еще поварить надо его как следует. Он так называют джучха, то есть варят чай. Прям в чайнике. Вот. Чайная церемония. Готов, сварен замечательный чай. Сейчас попробуем. Сейчас он переживает, что не хватает пиалок. Это все возьмем. Сиси. Он так очень внимательно подает чай. Душевный такой. Пьем вместе с нашим старичком народности лоху настоящий шен. Шен цвета шу. К сожалению, такие люди, такие места, это уже просто последние, сказать, места входящей эпохи. По крайней мере здесь. А сзади сейчас играет на фоне народной музыки, играет самая заезженная просто пластинка, вот эта вот попсовая музыка, под которой обычно танцуют по вечерам тетушки, ну не только тетушки, в городах и деревнях Китая. Но чисто народности, хань, музыка главная. И когда вместе это звучит как такой полный диссонанс 2 эпох и 2 противоречий, по сути. То есть такая вот что-то народное, трайбовое, такое вот глубинное, и такое поверхностное, коммунистическое, наносное и такое туповатое. Эту песню я не могу. И все, кто бывали в Китае, наверное, ее слышали раз по 100 вот, за одну поездку. Начинаем дегустировать чай из Монсона. И сегодня у нас несколько сортов чая. Здесь у нас все Шэн Пуэр, естественно. Это Сяо Шу, это Сяо Му, это прошлогодний. Это же Чуча Шигу Шуча. Чушуча Шэнтай. Это прошлогодний Шэнтай, ну то есть это, как правило, Сяо Шу. Вот потом есть такой Чуньбэй, здесь называют такого. Это, так понимаю, просто взрослые деревья, но не гушу. А вот это уже гушу. То есть все разные категории. Причем вот эти 2 прошлогодние, а эти все свежие. Вот, сейчас будем все по очереди дегустировать и знакомиться с местным чайком. Прям вот оно. Такой молодой, вкусный, сладкий, приятный чаек. Вот, в принципе, такое обычно всегда бывает Шэнтай или Сяошу, то есть малые деревья. По возвращении обратно заехали в Монсоне на одну крупную компанию, которая занимается складированием сырья. В общем-то, у них один из самых крупных складов вообще сырья рассыпного
который они продают тоже крупным брендом, мы сами продаем. Вот. С ним посотрудничают наши фермеры, они им продают свое сырье, есть сам крупный, скажем так, клиент. И заехали один на некий шоурумчик, увидели очень интересную карту. Хотел показать карту, здесь вся Сишимбана и все известные чайные горы отмечены метками, все деревни, все высоты, то есть все самые известные места, где есть древние чайные деревья, потому что они специализируются именно на гушуча, вот, то есть на таком самом высокоградном чае. Вот, очень наглядно, то есть видно границы Бирмы, где какие деревни расположены, значит, дороги все, там, где город Пуэр, вот, непосредственно все вот можно очень наглядно видеть высоту, потому что не может, потому что сделан рельеф повторен, причем максимально, насколько это возможно, точно.